Это классический слайдер для мобилизации плечевого сплетения. Чередование наклонов головы с движениями локтя создает волну напряжения и расслабления вдоль нервных корешков от шеи до кисти. Упражнение решает проблему компрессии нервов плечевого сплетения, снимает боль и онемение в руке. Также эффективно при радикулопатии шейного отдела и туннельных синдромов. Также активирует мышцы лестничные, шеи и всю цепь верхней конечности. Это упражнение решает боли в шее с радиацией руку, компрессию спинномозговых нервов, напряженность мышц, которые часто сдавливают сосуды и нервы. Также задействованы передние лестничные мышцы, средние лестничные мышцы, идеально для невралгии шейного отдела. Наклон головы вперед и назад в сочетании с поднятым плечом создает натяжение нервных корешков, затем расслабление при обратном движении. Задействует верхнюю трапециевидную часть, а также мышцу, поднимающую лопатку, и весь плечевой комплекс. Идеально при синдроме верхней апертуры грудной клетки. Упражнение решает боль по тыльной стороне предплечья, слабость разгибателей запястья и боли при ротационных движениях, так называемое движение отвертки. Это упражнение мобилизует срединный нерв в его уязвимой точке – в локтевом канале. Медленное сгибание локтя в сочетании с пронацией создает волну натяжения нерва через передний отдел предплечья. Идеально подходит на начальной стадии туннельного синдрома. В этом упражнении задействованы лестничные мышцы шеи, круглый пронатор и глубокие сгибатели. Идеально для тех, кто много работает на клавиатуре. А это упражнение решает боли на внешней стороне локтя, идеально при синдроме теннисного локтя. В этом упражнении напрямую решается синдром карпального туннеля, компрессия срединного нерва, онемение первых 3 пальцев и боли в ладони. Подходит при офисной работе и в начальной стадии туннельного синдрома. Упражнение, которое задействует все межкостные мышцы, мышцы гипотенора и глубокие мышцы ладони. Подходит при локтевой нейропатии и слабости хвата. В этом упражнении решается проблема компрессии локтевого нерва в кисти, слабость отведения пальцев и приведения пальцев, также слабость схвата. Упражнение, которое мобилизует 2 нерва одновременно – срединный и локтевой, через координированное движение противопоставления. Также решает слабость схвата, онемение пальцев, а также подходит после травм при нарушении координации и в начальной стадии компрессионных синдромов. Медленное чередование супинации и пронации создает скольжение нервов в суставной капсуле. Упражнение решает компрессию нервов в зоне запястья, ограничение ротации, боли и скованности при движении запястья. Также идеально подходит для профилактики всех туннельных синдромов.